Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. В моей семье не любят манную кашу, а если и едят, то только в таком виде. Делюсь потрясающе вкусной идеей. В кастрюлю вливаю холодную воду, зажигаю огонь и уже сейчас могу добавить молоко. Все пропорции я оставлю под видео в описании. Теперь манная крупа. Здесь у меня 200 граммов. Чтобы манка не сбилась в комочки, знаю один секретик, делюсь и с вами. Чайную ложечку соли без горки, половиночку сахара и люблю добавлять в это блюдо специи. Немножко мускатного ореха и кориандра. Все хорошо перемешиваю. Когда молоко закипело, всыпаю манку и помешиваю. Манную кашу нужно сварить густую. Варим 5-7 минут, как обычную кашу. Кашка получается густая. На этом этапе, друзья, добавлю кусочек топленого или сливочного масла. Хорошо перемешиваю. Еще пару минут и готово. В самом конце, когда каша уже готова, ребят, для красивого цвета добавлю щепоточку куркумы. Не помешает, совсем немножко. Все, снова все хорошо перемешиваю. Кашу отставляю, пусть остывает, а пока займусь остальными ингредиентами. Сковородку на огонь, 2-3 столовые ложки растительного масла, пару луковиц нарезаю на кубик. Кубик может быть любым, даже вот так вот грубо. Отправляю в масло. Немного присаливаю, щепотку сахара, ну и обжариваю до красивого золотистого цвета. Натру морковь на крупной терке. Позже добавляю морковь к луку, перемешиваю и обжариваю до мягкости овощей. Выключаю нагрев и даю немножко остыть. А этим временем порежу курочку. У меня осталась куриная грудка от запеченной курицы. Нарезаю на кусочки, чтобы было удобно пропустить через мясорубку. Сюда же немного остывшие обжаренные овощи. Маслице оставляю в сковороде. Вкусно, поехали. Вот, ребят, начиночку перемешиваю. И очень хорошо видно, что она получается суховатой, а нам нужна сочная. Для этого ту же сковородку, в которой я жарила овощи, у меня здесь жирок остался, все вкусненько, ставлю на огонь. Когда сковорода нагрелась, добавляю 1-2 чайные ложки муки. И хорошо пережариваю. Буквально 1-2 минуты. Надо, чтобы мука прогрелась. Вот такая вот вкусняшка получилась. И сейчас добавляю примерно 100-150 мл молока. И начинаю перемешивать. Я думаю, вы поняли. Это принцип соуса бешамель. Вот, когда все хорошо размешала, добавляю соль, черный молотый перчик по вкусу. И люблю добавить 1 гвоздичку. Главное ее потом не забыть достать. Вот, все хорошо перемешиваю и прогреваю на минимальном нагреве 1 минуточку, можно 2. Мука должна хорошо запариться. Посмотрите, какой красивый соус гладкий. Как думаете, будет вкусно? Ну что, друзья, переливаю соус в мясо. Он немножечко остыл. Все хорошо перемешиваю. Вот, начинка получается нежная, сочная, воздушная, как суфле. Ребят, нужно соли по вкусу и чуть-чуть перчика подбавлю. Вот так вкусно очень, да? Тесто. Манка остыла, стала тепленькой. Вбиваю 1 яйцо. И хорошо его вмешиваю. Тесто должно получиться гладким и однородным. Пюрешка похожа. Ой, а вкусная какая, ароматная такая. Ну что, ребят, начинаем формовать. Сразу подготавливаю досточку, присыпаю ее мукой. Руки смачиваю в водичке чистой. И беру столовую ложку примерно теста на руку. Когда руки мокрые, все прекрасно получается. Разминаю в лепешечку, выкладываю начинку побольше. Это мой будет. Хорошо, Сережка. Ну и тут уже все как по накатанной, ребят. Как пирожки. Склеиваем краешки и придаем форму. В нашей семье любят вот такие вот длинненькие. Выкладываю на досточку. Опа. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 15 вот таких вот довольно крупных зраз. Ну а сейчас самое вкусное. Сковородку на огонь. Растительное масло. Так, чтобы покрыло. Нагреваем. Готовые зразы панирую в муке. Можно в манке, в сухарях,
Тут уже, друзья, на любителя. Полет фантазии, как ты говоришь. Да, полет фантазии. Мы больше любим как-то так. И выкладываю в разогретое маслице. Сюда один. Еще И один. еще влезет. один. Да, Сережка, еще один. Как раз нам с тобой пообедать. Хорошо пообедать. Ну да. Зразы обжариваю со всех сторон до румяной красивой корочки. Ой, красота. Да, Сережка. А как вкусно пахнет. Покрутим их со всех сторон. Вот, посмотрите, какая красота. Манка, когда поджаривается с мукой, хрустящая корочка получается. Они очень мягкие, тающие во рту. Друзья, очень рекомендую вам попробовать. Зразы обжарились, можно доставать. Ребята, я думаю, долго рассказывать, как это вкусно, не стоит. Это нужно попробовать. Какой он хрустящий, красивый. Готовы? Всегда готовы. Та-да-да-да-та-да. Посмотрите, Вау. какая красота. Много начинки. Она сочная. Из-за того, что я добавила немножко соуса бешамель. Зразы получаются мягкие, нежные, тающие во рту. Ребята, хочу же попробовать. Так, кусочек отрезаю. И вот так вот сметанку. Какие зразы без сметанки. А я прям рукой. Ну, нормально, короче. Класс. Ставьте лайки, друзья. Готовьте. Радуйте своих близких. До скорых встреч!